Марина, доброе утро. Доброе. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного, добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые и спрятанные тайны истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем вам предложить персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеансов, так и посредством фотографий. Сегодня Марина войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Так что расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаем вам захватывающего просмотра. Марина, Да, готово. сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. Постепенно успокаивая свое дыхание. Дыши глубоко. Дыши ровно, размеренно, не спеша. Почувствую свое дыхание в теле. Слушай его и чувствуй, как оно наполняет тебя с каждым вдохом. И расслабляет, расслабляет все больше и больше. С каждым выдохом ничего не ожидай и ни о чем не думай. Просто дыши и расслабляйся. Расслабляйся, будто готовясь ко сну. Любой звук, которого ты слышишь, все больше и больше отдаляет тебя от мира физического, отдаляет тебя от мира материального. Мой мягкий и бархатистый голос приятен и ожидаем твоим подсознанием. Он твой знакомый и надежный маяк.
Я буду медленно отсчитывать от 5 до 1. И с каждым моим счетом, и с каждым твоим дыханием ты позволяешь себе в 2 раза больше, в 2 раза сильнее, чем ранее, расслабиться. И мягко, естественно и незаметно ты погружаешься все больше и больше, слой за слоем, счет за счетом, погружаешься вовнутрь, в самую глубину себя. Погружаешься и спускаешься, как по ступеням, шаг за шагом, ступенька за ступенькой. При каждом вдохе, при каждом выдохе пять. Внутренняя волна расслабления распространяется по всему твоему телу. Она как мягкая вуаль, которая покрывает тебя от головы и до кончиков пальцев твоих ног. Все твои мышцы расслаблены. Твое сердце работает легко и уверенно. И ты чувствуешь, как оно успокаивает свой ритм. 4. Ты погружаешься вне пространства, погружаешься вне времени. Дыхание твое ритмичное, свободное и легкое. А теперь идешь глубже и еще глубже внутри себя, к самой себе. 3.
Все напряжения в твоем теле растворились и исчезли. И ты полностью расслаблена. Все твои мысли улетучились, исчезли. И ты полностью спокойна. Два. Тебе легко. Тебе приятно. Тебе радостно и свободно. Ты у себя. И один. Ты в гипнотическое пространство. Ты слышишь только мой голос. Он тебя расслабляет и направляет, сопровождая на протяжении всего сеанса. И больше никто и ничто не может на тебя повлиять ни ментально, ни эмоционально, ни энергетически. Я блокирую и удаляю все фильтры твоего восприятия, те, что были наложены извне, и те, что созданы тобою. Ты ясно визуализируешь и считываешь информацию, и четко трансформируешь ее в речевую форму, воспроизводишь ее вслух по каждому моему требованию. А теперь на счете 3 отключаемся от коллективного сознания. 1, 2, 3. На счете 3 встречаемся в гипнотическое пространство. 1, 2, 3. Как ты находишь это пространство? Нормально. Нормально. Хорошо. А теперь на счете 3 повысим нашу утреннюю энергию и вибрации до максимального значения. 1, 2, 3. А теперь на счете 3 ты подключишься ко всей информации, которая связана с кристальными черепами. 1, 2, 3. Подключилась. Но куда-то пронесло. Мгм. Хорошо. А теперь на счете 3 ты увидишь сам момент зарождения замысла о первом кристальном черепе. 1, 2, 3. Что ты Подожди, не визуализируешь? торопись. Мгм. Что менялись уже картинки. Еще раз повтори, пожалуйста, последний вопрос. Про зарождение замысла. Ты увидишь на счете 3 сам момент зарождения замысла о первом кристальном черепе. 1, 2 и 3. Я ощущаю, как какие-то два
сознания размышляют, как передать на Землю инструмент для какого-то манипулирования, нет, для моделирования. Ну, то есть для того, чтобы можно было как-то вмешиваться в построение Модуляцию как... пространства на Мгм, месте, находясь на Земле. И вот они пока только раздумывают. мгм. Тут четко два каких-то сознания телепатически рассуждают. Типа, и вот приходят к выводу, что можно копию создать. Это как, сейчас пойму, повторяющую копию человека мозга, но это будет... Мгм. То есть не просто черепа, но черепа с мозгом, да? Ну, сейчас. Вот именно там, что был эталонный какой-то, как бы которого больше способностей. Ну, чем у человека как это скажем, в сознании, вот в обычном режиме жизни. Сейчас. Они как-то для этого создали как Мгм. шаблон, как макет, как инструмент. Нет, не шаблон, не макет, скорее инструмент. А что за сознание? Просмотри на счете. Что это за сознание? Один, два, три. Это сознания, которые условно ответственные или, то есть они, родители, проводят этот эксперимент. В данном случае Земля, она мало заселена, и они вот Мгм, пытаются заселить, то есть, а это их игра. То есть они пытаются каких-то вот людей туда поселить, и вот именно они ими организуют этот процесс как творцы какого-то мгм. общества. То есть это они будут заселять, наблюдать, организовывать. И они вот придумали такую штуку. Там важен материал, камень, он, ну, который, ну, из которого изготовлен этот череп. Он как посредник, как будто бы. Хорошо. Сейчас была пока такая картинка, как Мгм, кто-то мгм. условно надевает этот череп, как бы прикладывает к себе, ну, на земле. Вот, То есть пока, это пока его пусть образ, побудет. И его образ. он как будто бы соединяется с этим, То так есть он знаешь, или он цель делает, расширить свои способности. мгм. То есть он делает какую-то копию своего черепа, да? Нет, То есть нет, подожди. Ну, кто-то на земле уже, я видела, как взял и приложил, как бы, вот, или это как он мог приложить, если оно такое замкнутое. Ладно, пока была это такая мимолетная картинка, оставим, хорошо. может, она Я задам вернется следующий потом. вопрос, потому что они все равно как бы будут к этому моменту возвращать. Поскольку у меня есть вопрос, я тебе его повторно задам. Кто или что было создателем самого древнего из черепов? Цивилизация, внеземной разум Нет, нет, или нет, сама планета? не планета. Это, ну, я их как высшие светлые какие-то, это все те же, Мгм. которые, ну,
как творцы вот этого, как это скажем, создатели этого мира. Творцы. Ну да, они как бы именно за эту, знаешь, условно, например, там будем говорить, цивилизацию, там, не знаю, Атлантиды создал кто-то и игрался в нее, Мгм, цивилизацию мгм. такую-то создал кто-то, и он в нее игрался. А это был эксперимент тоже какого-то, На более высоком уровне, да? то есть это было, ну, эти два этих сознания, они вот разрабатывали вот такой способ Мгм, взаимодействия с обитателями Земли, как бы, и вот думали, что у них получится делать это посредством мгм, вот этих черепов. Они как-то умеют, ну, что я вижу такие, как бы, как пунктирные линии, как мгм, мгм, связь между ним, череп, человек. То есть это мгм. какой-то как инструмент, через который происходит взаимодействие. Каков был изначальный, основной замысел и цели их создания? Ну вот, взаимодействие облегчать. Надо посмотреть, как это осуществлялось бы в их Тебе идеальный мир. помочь? Да, позадавай вот в эту степь. На То есть, ну, я счете, вижу, что это будет взаимодействие, я прям эти линии, череп, человек а вижу, и посмотри, как, откуда как идет использовать. линия, что передается по этой линии, для чего она используется, какие процессы там в этом черепе, что закладывается. Можно более четко, ну, как Посмотри, командой. на счете 3 ты увидишь, что в этих черепах закладывается изначально этими неземными или этими создателями, архитекторами, или как их назвать. На счете 3, 1, 2, 3. Мне хочется сказать, что их выращивали эти, сначала я скажу, Мгм. выращивали из кристалла, ну, земного происхождения, они вот сильно воздействуют, скажем, в одну Формирует. точку, и растет изначально этот кристалл. Мгм. Это, знаешь, за много-много лет, тут сотни лет они условно выращивают этот Они ускоряют кристалл. время в какой-то А может, и не каком-то. ускоряют, это настолько не важно. То есть, ну, как это скажем, у них это быстро, у нас это бесконечно долго, но на Земле здесь, в этой части Ну, пространства, поскольку ничего не времени на происходит, тонком плане нету. да, то это вообще, ну, как-то не важно, сколько это времени Мгм. растится. Вот Мгм. растят они кристалл изначально, растят, вырастили, как ему форму придать. Так. Мне кажется, они как-то сразу вот то есть никто не придавал ему форму, он сразу выращивался определенной формы. Вот Есть какое-то семя, какой-то Это был условный условно ДНК. обычный. м, Нет, мне хочется сказать, что это условно был обычный кристалл, который вот у нас в природе существует, но Мгм. они стали на него так воздействовать, что он рос Своим сотни лет. сознанием, как это Да-да, они воздействует? прям Мгм. лучами воздействуют, Мгм. своей Информированная энергией, энергия, да? своей Луч. энергией воздействуют, чтобы оно увеличивалось, росло, и они сразу вот эту вот форму определенную растят. То есть не просто он растет до гигантского хаотичного кристалла, а они его выращивают На сразу натуральных, в виде черепа да. большого выращивают. Вырастили, да, вырастили, и как же его и на что программировать? Что это закладка чего-то, это происходит во время его формирования или был какой-то М, момент, когда заложили туда нечто? Мне пока почему-то хочется сказать, что они, интересно, пока.
вижу, что условно уже были какие-то люди здесь, Мгм. и они условно организовали обнаружение этого. Мгм. Ну, то есть Как бы какой-то человек гулял мгм. там, лазил по горам, и вот нашел это чудо и принес в их местность, Место обители, да? где они живут, принес в их местность, и вот тут вот как-то и тут он куда-то его положил, и сразу, знаешь, когда соединили что-то с чем-то, он как знал, ну, то есть его тоже что-то вело. И как включили, знаешь, как в фильме, когда кристалл ставят на свое место, сразу какие-то поля заиграли, Мгм. Мгм. лучи засияли. Марина, на И счете вот тут три. вот тоже положил он, и Мгм. На счете три ты будешь считать, какой аспект сознания был записан или воплощен в первом черепе. Один, два, три. э, не понимаю вопрос. Что было заложено? Ага, хорошо. Какая программа? Какой аспект сознания? Ну, для меня тут только позитивное что-то. Ну, Ну, условно, я негатива никакого здесь не ощущаю. считай, что именно, что за позитив, какая информация. Хочется сказать, по организации общества. Если хочется, так скажи. Ну, вот говорю. Мгм. Еще что? Когда оно изменится, это общество, Мгм. чем то, что у них было. Кроме организации, что еще? Они какие-то условно были более мягкие, эти люди, Мгм. как-то более земные, что ли, более вот такие, ну, как это, охота, собирательство, Примитивные, гармония с природой, но они обычные, обычные, простые, да? ничего не это. А тут как-то хотят весьма их не автоматизация здесь слово, а техно Усмотри, использование технологий мгм. каких-то, Марина, на счете три. чтобы было Усмотри, частью. как активизируется и работает череп как хранилище информации. Один, два, три. Так, пока я наблюдаю, как этот человек, который нашел его, он как бы надел его и совсем по-другому себя ощущает. Он стал условно выше, или это энергетически выше, чем все, и что-то он уже не дитя солнца и травы какой-то, а Какое-то пробуждение. мне все это хочется в область технократии, как-то я не знаю, какое слово здесь подобрать, когда технические средства как в- в- вплетаются в общество,
но они как не на физическом уровне. Я не знаю, если бы роботы существовали на энергетическом уровне, то вот как вот у нас сейчас идет на физическом уровне роботизация, ну, условно, там, не знаю, внедрение этого искусственного интеллекта во все области, там еще что-то, тут тебе робот-пылесос, там гуманоидные роботы, там Теслы машины. То есть вот это вот на физическом уровне, потому что мы их видим, трогаем. А там вот какое-то такое же внедрение какого-то искусственного интеллекта или этих роботизированных сознаний, но на нефизическом На уровне. ментальном. Каком-то вот, да, на ментальном, на тонком. Как-то мне хочется, вот представьте весь этот вот роботизированный мир, который у нас сейчас, но его не в природе, а он спускается, как это скажем, взаимодействие на ментальном уровне осуществляется. Мгм. Вот так хочется сказать. Посмотри на счете 3. Как именно этот череп подключается к единому информационному полю? Один, два, три. Ну, я вижу прямую линию между ним и вот тем создателем. Да. Вот он к его разуму подключается. К единому полю. Или, может быть, он создает единое поле, или оно уже есть, Ну, поскольку есть куда-то меня общество. понесло. Давай посмотрим, куда. Мгм. Я куда-то отлетела от той картинки. А на той картинке пока лечу. Было вот у него связь от черепа вверх, и внизу сетка пошла по земле. Мгм. Какое-то не единое информационное, как космическое пространство, а что-то на Земле. Такое так. И где я сейчас? Я где-то, хочется сказать, в том самом едином информационном поле. Мгм. Являются эти устройства для стабилизации энергетических сетей планеты, тех самых лей-линий? Я не знаю, о чем ты говоришь. Хочется сказать, нет, это не Так ты сюда. говоришь про сеть. И меня сейчас зачем-то вынесло вот в то самое единое энергоинформационное поле. Зачем я Мгм. здесь? Я отлетела от Земли и Посмотри, вот подключена вот эта черепа к этим единому информационному полю. я сейчас вот отлетевшая, и условно я чувствую у себя на голове вот эту маску. Мгм. Мгм, может, значит так. И что мне можно сделать? То есть, ну, я вот этот череп как бы на своей голове, типа, Мгм. одела, и тогда я нахожусь в этом пространстве. И что? Я себя ощущаю почему-то роботом сейчас. Ты одела А, этот образ черепа на свою голову, вот и Ну, я роботом ощущаю мгм. в плане Четко вот этого получаешь какие-то инструкции. нет, в плане не земного сознания. Мгм. Вот этого вот, как знаешь, как искусственный интеллект, это искусственный все же созданный какой-то. И вот здесь вот неестественности, неприродности вот этого, Мгм. не знаю, способности мыслить так. И что мне? Что я здесь могу сделать? Спроси меня, что я вот тут могу делать? Зачем я здесь? Для чего? Вот это предназначено, это информация. Посмотри четко. Мне хочется сказать, я могу передвигаться куда хочу. Мгм. Зачем? Связываться могу с другими, говорю, что идет космическими станциями. Мгм. Мне все вот это вот голубые нити такие, как связи между Мгм. какими-то объектами в космосе. Это, ну,
четко вот какой-то космический разум, но в смысле какой-то один из присутствующих инопланетных разумов. Мгм. То есть это отпечаток того разума, того сознания, которого, который создал это, да? Хочется сказать нет, что Нет. условно они создали вот тот разум и Мгм. хотели законнектить его с этим, с тем, что на Земле. Мгм. И вот такой вот какой-то, ну, мостик, инструмент для соединения придумали. А если я тебе еще раз спрошу, как его активизировали или он был активен изначально? Хочется спросить, сказать, что вот тот челик, человечек, он его поставил на какое-то правильное место. Словно чувствовал, куда его надо водрузить на какой-то природный кристалл в земле находящийся. Мгм. Он его водрузил на правильное место, То как, есть знаешь, его замкнул поместили в цепочку, правильное место, и он начал посадили в правильное место, да? работать. Тот кристалл под землей, как генератор какой-то еще То энергетический есть он связался с большой. энергией Земли, Нет, важен именно тот кристалл. тот Вот, кристалл, который ну, в земле энерге- большой кристалл, он какой-то энергетически тоже как будет заряжать его, да? он питает именно с целью, ну, как-то, как источник питания для работы вот этого черепа. Я вот вижу все эти в голубых, тонких, таких как лазерные линии Мгм. и свечение голубое такое. Эти черепа могут служить как порталами, коммуникаторами для Коммуникатор, да, межпространственных контактов. да. И зачем? Вот той, получается, какой-то цивилизации, состоящей вот той цивилизации другой, Мгм. им нужно, ну, как это скажем, иметь доступ сюда. И это вот они, вот эти вот роботы, скажем так. У них очень техническая цивилизация, и они имеют доступ к, ну, к землянам надо было организовать доступ посредством этого черепа. А зачем? А зачем? Мне хочется сказать больше как колонии. Ну, типа, знаешь, когда места не хватает, расширение площадей и все такое. Мгм. Используются ли для целительства на тонком энергетическом уровне эти черепа? Они какое-то оно... Мгм. Короче, сейчас я воспринимаю этот череп как какой-то суперкомпьютер, скажем так. И Мгм. если его использовать как, условно, знаешь, хочешь сказать, да, можно и для целительства, но условно никто это не использует. Как это можно Просто не использовать? Для знает. целительства можно, как будто бы берем человека, раскрываем его ДНК, и на этом прям чинят какие-то Мгм. поврежденные элементы или так с любой другой клеткой, и все. То есть все, условно, иди. То есть какой-то, как можно все. Вот берешь, раскрываешь, чинишь, фиксишь. Так же, так и Мгм. с какими-то заболеваниями в плане
там, не знаю, крови или Ну, каких-то частиц, когда что-то не хватает, или там условно щитовидка мало что-то генерирует, воздействует на нее, перепрограммирует очень просто и быстро, и прям вот так вот. И теперь она работает нормально. то есть там Она есть все любой, программы, да? да, любой элемент раскрывает на, вот, ну, знает Мгм, программу мгм. работы любого этого Органов. органа, Мгм. элемента человека и все такое, и быстренько фиксит, все, иди. Даже как-то не задумываясь. Целителю нужно к этому черепу как-то подключиться, наверное, да? Сейчас пойму. Ну, пока я вот смотрела со стороны черепа, скажем так, как он это может делать. А что при этом должен делать целитель? Хочется сказать, знаешь, что сейчас аналогию какую-нибудь придумаю. Как ты большой там условно и всемогущий, и тебе кто-то подходит, говорит, ой, намажь мне тут бутерброд. Или даже, знаешь, мне хочется ребенок криво масло, просит намазать масло с хлебом. Ты такой, ой, Мгм. ё-моё. Ну, Ну, то есть, хлеб на что, масло намазать, что да? ты со мне такими вопросами? Чук-чук, ну, на, иди. Мгм. Иди. То есть, ну, и без обид, ну, типа, это же ребенок, и я тут всемогущий, я могу управлять всем чем угодно, а ты мне такую ерунду просишь. Вот, и вот это вот починить человека я тоже воспринимаю как какую-то ерунду. А какие же у меня тогда Да. глобальные задачи, Чего, если вот чего это вот ерунда? там главное, Я если могу отбросить управлять ерунду? всем, управлять всем. Но эго, конечно, тут какое-то еще. Я же могу управлять всем, но чем я могу управлять всем? Планетами могу управлять всем. И как это, знаешь, пошла аналогия по, как это скажем, архангелы есть, и они ведь тоже условно всемогущие. Они там планетами, энергиями, там, глобальностей. Вот это вот какая-то такого же масштаба э, большая, большое что-то, но оно может вмешиваться на наш низкий уровень. Мгм. Ну, то есть условный архангел, он вмешивается, но Такими через... чепухами Нет, нет, заниматься, нет, да? хотел сказать, через человека. Ему нужен На более низком уровне. опуститься ниже. Мгм, Он не мгм. может, ему нужен посредник, через Инструмент, кого его, руководить. ему нужен Мгм, А этот уже находится на низком плане, поэтому он может на физике ворочать мгм. какими-то большими, То есть трансформатор, да? все что угодно он может делать, но именно на физике. И я еще сейчас, а почему я уже чувствую себя как вот этим вот сознанием отдельным? То есть если раньше мне казалось, что это инструмент, через который осуществляется взаимодействие, ну то есть да, теперь получается я что? Это кто? Тот? Это вот один из этих двух изначальных Мгм, сознаний, вот правый, чья идея была, ну, как у меня там стояло один и два, вот один остался, а мгм. это вот этот, назовем это, воплотился посредством этого черепа. То есть это он как-то в это Послал сознание, свое сознание, копию сознания, да, туда, куда он будет. и он теперь может ворочать на земном плане какими-то, знаешь, мне хочется сказать, я вот так вот рукой проведу, и Мгм, гора посыпалась. Вот мгм, просто мгм, прямо. То есть вот так вот пальцем провел, и русло реки изменилось. То есть он как-то материей вот прямо управляет на раз. То есть вот была речка, если смотреть на нее сверху, он взял, пальцем провел, она потекла в другую, ну, по другому руслу. Взял гору, причесал. А Ну, это ты по-хорошему это делаешь, можно? дабы проверять, как действовать, или... Но это показывает, что он вот так вот Мгм, может. мгм, мгм. То есть это ты Так, ладно, образно как может. бы. Мгм. А зачем использовать? Да. Значит, хочется сказать условно, получилось. Как Мгм. это?
Думали, что не получится, типа, окей, а что теперь с этим делать? Хорошо. Ну, а что Марина, теперь? давай конкретно будем. Давай. На счете 3 перенесись, переместись на тот момент, когда череп находился в Атлантиде. Один, два, три. Посмотри, какую роль он там играл. Череп или черепа уже. Тут я его по-другому ощущаю. Это те же самые черепа. Он прозрачный. Если тот был для меня вот этот голубой, такой лазерный голубой, этот какой-то прозрачный и водяной. Голубой, Тот, прозрачный. Это тот, я имею в что виду, за, был что за материал? лазерный и голубой, Что за который материал? сейчас связывался вот с той цивилизацией Мгм, какой-то технократической, то это какой-то прозрачный, и он для меня как, ну как это скажем, он весь из воды состоит, если бы мгм. воду взять и сделать твердой Кристаллом. сразу, да. Вот Мгм. это для меня как кристаллы воды, но это не лед. Лед холодный, это супер прозрачный лед, но он теплый. Но это материальное, да? То есть это такое Да, это физическое какой-то, ну какое-то. да-да-да, это физический объект. Плотность такая же, как у нынешнего. У него другое происхождение. Это не тот кристалл, что ты хочешь сказать, кварца, который был там. Этот как-то Мгм. с водой связан, это другой череп. Как он с водой связан? Эпоха может быть такая, что больше с водой связана. Ну да, 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 да. А как его Или это сделали? образно Ну, то есть это не камень. То Мгм. был камень, ну, как кристалл, а это не камень. Для меня это вода. Почему-то вот, ну, зафиксированная в форме. Мгм. И он немножко другую форму имеет, более плавную. Тот был грубый такой, грубый череп, а это такой То мягкие есть плавные в линии. Атлантиде другой материал. Мне Что за, кажется, другой, другой что за череп. материал? Так вот, я тебе описываю. Мгм. Для меня это как вода каким-то образом, Мгм. которую держат, м, ну, зафиксировали. Как он держится? Ну, то есть я бы сказала, что это, знаешь, как пластик у нас, это не проблема Мгм. там. Или, Мгм. подожди, это какое-то капля была чего-то. Сейчас, это было изначально что-то, как же, какой-то материал среднее между стекло, какой-то еще чудо туда добавок всяких куча. Какой-то стеклопластик, не знаю, как его назвать. Что он теплый, это не камень. То есть что-то жидкое, которое при остывании приняло вот такую форму. То есть жидкая, но не вода, да? Ага, у него совсем другое назначение у Марина, на счете этого. 3 ты увидишь четко формулу. Один, два, три. Что за химическая формула там? Не H2O, да? И тут все. И H2, и, не знаю, N2, и S, и O. Я не знаю, что это за То есть очень соединение. сложное какое-то, Я, я не понимаю. сложно для нашего Я восприятия, да? не химик. Тут и формула, тут рядом и Нет, ну я какое-то просто бензольное хотел кольцо убедиться, что нарисовано. это не вода, да? Нет, это не вода. Это не вода, Вот но оно... оно натуральное, то есть Нет.
То есть это оно неприродного происхождения. неприродного, да? Оно вот как я писала, какие-то материалы смешали, нагрели, оно приняло форму, остыло и стало жестким. Мгм. Но те же самые участвовали, те же самые сознания, Подожди, я пока не поняла. Нет, у этого черепа другие свойства. свойства, другие цели. Посмотри, кто их изготавливает и с какой целью. Хочется сказать, что вот те двое, они сейчас наблюдают за тем, как кто-то с Копирует. Земли, они не копируют, а знаешь, когда ты подумал так: «Мгм, понятно, здесь, значит, вот так сделали, а мы сделаем Мгм. по-другому». Но было заложено в тех первых кристаллах, первых Я бы сказала, черепах. эти другие, вообще другие. Эти сделаны здесь, мне хочется сказать, без, как это скажем, по воле присутствующих на Земле, а не по Мгм. воле присутствующих На, сверху. мгм, на других планах бытия. Здесь по воле присутствующих на Земле, сейчас соображу, в том плане, что какой-то, ну, не шаман, а какой-то более значимый, умеющий, Мгм. знающий Жрецы. персонаж, который, ну, воплощен, руководил процессом. А в том случае это четко было сверху Мгм. сделано. А здесь кто-то на земле указывал, как необходимо делать. То есть, но было сделано по образу и подобию, да? Мне хочется сказать, что это те посмотрели, как было сделано на земле, Да. и повторили свой опыт. Ага, ну раз времени нету, я думаю, где тут нисходняк? А, Есть Ну, обратная связь. нет-нет, они же условно могут наблюдать за картинкой в любом Мгм. периоде времени, Да. поэтому тут как бы я вот думаю, в смысле, я думала, почему ты меня сначала отправил к первым, а тут, оказывается, Атлантиды были раньше. Они потом, как это скажем, они посмотрели, как сделали Атлантиды и сделали Изначально в как бы, раннем более временном да, отрезке, да, но да, позже. да, но позже. То Потому есть, что мгм. хорошо, а что было в Атлантиде? Зачем это нужен был вот этот Да, череп в считай, Атлантиде? пожалуйста. Тебе помочь посчитать. Да, конечно. На счете 3 ты увидишь, какую роль играли там черепа. Один, два, три. Для чего они использовались? Не понимаю, что делают. Этот вот условный шаман, жрец, он как-то на кого-то надел его и Надел физически или образно надел? что-то я не различаю эти понятия, но он вот приложил его кому-то другому и что-то, и что? Перепрограммировал. И что-то мне не нравится, что он сделал. Да, можно еще раз команду? На счете 3 ты увидишь, как черепа в Атлантиде используются и кем. Один, два, три. Мне то, что я вижу, как это скажем, условно не одобряю. Вот этот вот условный жрец, он имеет этот череп в руках, и он какую-то ему дает Заклинание, волю программу. большую, да, он какими-то свойствами, а какими и как, наделил, что это устройство как бы расширило его возможности. Мгм. Но у него очень сильно играет
эго здесь. У шамана, да? Да-да-да. У этого не У шамана, а жреца, жреца, у вот того, кто этого. вот руководил этим процессом. Он здесь прямо как-то упивается своей... Наблюдай на тонком плане, что происходит в этот момент. Есть некто, кто управляет этим жрецом. Ну, он на тонком кого-то другого из себя представляет, пока не могу вообще понять, как. Мгм, Мне почему-то было... То есть здесь пока, ну, ладно, пока нет еще никаких там, не знаю, условных нижних, которых мы теперь знаем. мгм, Здесь было, мне он как-то ассоциативно заговорил с какими-то... У меня ассоциации пошла с египетскими какими-то, как это скажем, богами, что ли. Я, ну, то есть он каким-то нижним голосом таким заговорил, и картинка была. То есть я не знаю, кто вместо него на нижнем селился, скажем. Мне это больше с нижним миром египетской этой мифологии связано, мгм, чем с теми, кто сейчас с нами. Ну, типа там, кто у них там Сет, вот эти. мгм. Хочется сказать, что а, он хочет, не знаю, как это скажем, поскорее привести к гибели Атлантиды, чтобы началась развиваться цивилизация египетская. Вот. Вот так запутано. Очень запутано. Ну, вот тот, кто руководит вот этим Мгм. жрецом. А является ли, кто управляет из тех, кто из тех сознаний двоих? Нет. Те двое в сторонке наблюдатели, это Мгм. другие. Знаешь, это тут как Земля, Пассивно. просто платформа, где каждый может занять свой участочек и творить, ну, играться. Порулить, да? Порулить Играть в самолетом, свое да. общество, как бы создавать, организовывать, людей населять. Вот это Земля как платформа для этих творцов, где Мгм. они могут организовывать свой мир. И типа, знаешь, как сейчас было, ты уже поигрался, дай мне теперь Дай мне поиграть. порулить, да? Порулил, дай мне уже Дай мне вот эту игрушку, да? землю, а то ты слишком много здесь места Да. занимаешь, я теперь Куклу. буду играться с ней. И поэтому он так туда влез, чтобы поскорее, скажем, разрушить. А теперь отправляйся в цивилизацию Лемурию. Один, два, три. Посмотри, как там используются черепа. Так, пока скажу, что вижу. Много зеленого. Люди, скажем, большие, крепкие, классно сложенные, все светлые, очень позитивные, ясные. У женщин длинные белые волосы, все красивые такие. Это пока то, что вижу. А Лемурия, черепа, да? Покажи мне череп у вас есть? А у них он есть? Посмотри. М, Не вижу черепа здесь никакого.
Дай команду, На счете пожалуйста. 3 еще раз просканирую эту цивилизацию на то, есть ли у них черепа кристальные. 1, 2, 3. И я сейчас ковыряюсь в горах, скажем так. Мгм. То есть как будто бы, знаешь, хочется сказать, есть, но они Связаны с Лемурией. не используют. То есть он как Мгм. будто бы э, Закрыт. не, не поддались, я не знаю, как сказать. Мгм. То есть череп условно был в горе взрощен, рожден, но они не воспользовались этим, Мгм. этим предложенным Возможностью. возможностью, инструментом. Они сказали, как условно разум Коллективный. социальный, да, что мы больше за природу, нам не нужны Мгм. эти м, технократические левые Мгм. какие-то возможности. Мы больше тут в природу. Как будто бы по аналогии с первым рассказом была ситуация, но, ну, типа, когда выросли, взрастили и предложили такие возможности, а они на ментальном уровне отказались от этого, что мы больше будем лучше с землей взаимодействовать. Они такие, как эльфы какие-то. Хорошо. А теперь на счете 3 ты отправишься в Древнем Египте. 1, 2, 3. Просканируй, как в Древнем Египте использовались хрустальные или кристальные черепа. Использовали здесь, я их вижу, пока не понимаю, как. Посмотри, Хочется как. сказать, что у них форма какая-то другая. То есть мне показывают этот один прозрачный хрустальный объект, но он как-то на череп немножко не очень похож. Он как немножко другой формы. Я его не Не могу того так... качества или не того. Нет, качество, условная задача как раз Мгм, повторяются. У него форма немножко другая. Не могу точно видеть, но он мне не рисуется в форме черепа. мгм. Он здесь весь какой-то больше этих изгибов, что ли, больше Может быть, не совсем форма. человеческий. Может быть, я не могу рассмотреть, потому что он как-то поле вокруг него А что за какое-то. материал? Из какого материала он изготовлен? Или те же самые, которые Не были... вода. Вот мне хочется назвать это кристаллом, но тут я почему-то касаюсь рукой, и там как-то еще огонь задействован. То есть, ну, я не знаю, каким образом. Я касаюсь, и у меня условно горит в моменте прикосновения. Но они больше как кристаллы. А почему горит? Что-то Нечто огненное? какое-то плазматическое еще что-то, Мгм. если его контачить с ним. Так, и вот он у них стоит на условном постаменте, пьедестале в Мгм. каком-то важном месте, важном в плане, что здесь правители живут. Мгм. Это как какой-то знак, Это инструмент. инструмент. Инструмент для вот такой же, похожей на первую ситуацию условной быстрой связи со всеми, м, быстрого перемещения. То есть это какой-то как ну, инструмент, посредством которого можно связываться с любыми Коллективным, сознаниями коллективным сознанием? во Вселенной. Мгм. И он у С них энергоинформационными потоками, да? Полем. я бы сказала,
больше с конкретными сознаниями, условно, с их там звездолетами, чем угодно, с сознаниями на других местах. Это такой коммуникатор связи. Это одна из функций маленькая. То есть он просто тоже какой-то Антенна. всемогущий. Это одна из функций. Он может все что угодно, что он еще Мгм. может. Телепорт тоже сюда же. Мгм. Интересно, надо у кого-нибудь спросить. Они говорят такими, как знаешь, как я не этот, не звукорежиссер. Вот если голос пропустить через какой-то микшер, я не знаю, и он Мгм. сделается таким Механическим. механически объемным, Мгм. низким. Вот они, если что-то пытаюсь у кого-то спросить, он мне отвечает вот таким вот голосом. Можно, они интересные, мне тут интересно. Расскажи, Хорошо. расскажи, кто ты, расскажи, что здесь происходит. Вот тут кто-то стоит. А ты подойди к нему на Мгм. счете три. Один, два, три. Ну, какой-то, как даже здесь, как просто слуга или кто-то. Хорошо. Марина, теперь на счете три. Теперь эта информация, если какой-нибудь мой аспект из из того времени, из той цивилизации, который имеет какую-то связь с таким черепом. Один, два, три. Ну, я бы сказала, что ты ну, вот здесь вот можешь присутствовать, Да, вот в этой египетской цивилизации. да. Давай на Ну, счете три. Я призываю свой аспект из той цивилизации, которая обладает знаниями об этих черепах. Один, два, три. Он предстал перед нами. ну, я вижу одного персонажа. Как я выгляжу? Качок большой и мощный, огромный, высокий, выше ростом, Мгм. чем мы с тобой. Какова моя... И у тебя, подожди, на голове, вместо головы выше плеч, вот как на этих египетских рисунках, какая-то как золотая какая-то хрень. Мгм. Вот, что-то тут как это как какой-то почему, как условно верхняя часть скафандра какого-то. А спроси у него, каков мой статус. Весьма высок, я М, это и так ощущаю. Их он здесь не один, в смысле здесь в принципе руководитель не один, их тут мгм. 12. И вот ты один из... Я жрец. Нет, ну, условно, из божеств этих, из М, этих 12, мгм. То есть более которые высокое живут на сословие, этой... да? Они живут, ну, как это скажем, как боги, спустившиеся Мгм. на землю. А скажи мне, чтобы он через прикосновение к моему лбу на счете три передал всю информацию, которую он обладает, включая ту о черепах. Один, два, три. Отдает же, слышишь? Ну, передает, типа, если Мгм. так хочешь. Да, всю информацию. Еще. Меняется, когда, как с ним взаимодействует, меняется пространство. Оно каким-то как силовым полем обладает. И
Знаешь, как рисуют, когда ядерный взрыв, и от него идут такие круги. Вот тут вот тоже, если идет включение, назовем это так, этого кристалла, идут такие силовые круги по пространству, и все как-то замедляется. И что тогда? И можно что-то делать в этот момент. Что можно делать Хорошо, в мы этот на момент? счете 3. Это как будто бы Я. разделяется на атомы или на эфирные частицы какие-то. Знаешь, как для мухи Мгм, мы все медленные, да тут вот такой же процесс. мгм, Ну, то есть и поэтому муха видит нас как... Тут мгм. тоже вот идет этот скачок силового поля, и все вокруг становится очень медленным, а в итоге можно управлять Более. чуть ли не частицами эфира. Прям все Мгм. что угодно можно переделать Можно в этот останавливать момент. атом и атомом Все управлять. можно Мгм, переделать в этот момент, пока когда ты находишься на уровне вот этого частиц, при этом не меняя своей собственной формы. мгм, На тебя, условно, на того, кто включает этот режим, не работает вот эта ерунда. То есть, ну, потому что тебе нужно починить что-то, поменять. мгм. Вот. А что можно менять? Что хочется менять? Предметы переносить, назначение их переделать. Ладно, а давай посмотрим какой-нибудь пример, когда оно применялось. Скомандуй, пожалуйста, какой-нибудь На пример счете 3 применения. ты увидишь, когда конкретно я использовал этот череп в каких-то своих нуждах. Один, два, три. Буря песчаная большая была. Это такой простой пример. Мгм. И И на это остановилось все пространство, и восстановился энергетический щит над территорией, мгм. что Да, тут буря буря как под куполом. была защищена территория от бури, да? Да, оно там все вокруг юлит, а тут Мгм, мгм. спокойно. Хорошо. Как бы это стоп-кадр такой получается для пространства. Прикольно. Все Вот. стоит. Ну, вообще просто все остановилось, а ты можешь бегать вокруг и что то делать. А что можно еще делать? Ладно, давай лучше реальное. Делать можно, кажется, все что угодно. Марина, Мгм. на счете 3 я ему тоже прикоснусь к колбу и передам всю информацию, которую я сейчас обладаю. Один, два, три. И на счете 3 мы синхронизуем эту информацию и у него, и у меня по ленте времени. Один, два, три. Так, что-то произошло. Не знаю, выглядит как, знаешь, как взрослый дядя держит мальчика за ручки. Хорошо, я мальчик, да? Да, конечно. Хорошо. А теперь, Марина, на счете 3 прощаемся с ним. Один, два, три. И переносимся в Америку, к тем самым цивилизациям Мне тут Мезоамерики. хорошо. Я все еще тут. Я Мгм. как это. Мне тут нравится. Надо будет как-нибудь Мгм. сходить. Мне тут нравится, я не Что? хочу отъезжать. В другой раз. Что-то тут. На счете Хорошо. 3. Один, два, три. Мезоамерика, майя, ацтеки. Посмотри, как использовались в этих цивилизациях черепа кристальные.
Их тут изготавливают. изготавливают. Прямо вот, ну, условно, там вырастили, там как-то вылили, а тут А что изготавливают является, с какого-то камня, изготавливают прям руками, как это сказать, шлифуют, вот что обтесывают. является прототипом, моделью? Мгм. Просмотри. Более, можно командной как-то На счете уменьшить. 3 ты увидишь первый череп, который был изготовлен, как он был изготовлен и почему. Один, два, три. Хочется сказать, что они нашли, а потом стали изготавливать модели. Мгм. То есть они что-то нашли от предыдущей цивилизации Мгм. и потом стали изготавливать аналоги. Копии. Меньшего размера. Ну, просмотри. Они закладывают нечто в этих черепах. Какие-то. Они как будто не могут этого То сделать. есть они чисто так на физике Это повторяют как форму. хочется им, да, но это не работает. А вот тот вот один, его можно рассмотреть, который нашли. Да. Он обладает какой-то информацией. Я опять же не вижу, чтобы он работал. Они его поместили на какой-то там условный пьедестал. Мгм. Но он почему-то не включается, он не работает. Нету от него никакой вот, ну, ни волны, ни энергии, ни Мгм. луча. Он Мгм. просто стоит как статуэтка на этом бамбуковом, ну, как это, Мгм. соломенном, ну, короче, деревянном помосте. Он не работает. Он Марина, на спит. счете Вот в этой 3, цивилизации он не работает. на счете 3 я отправлю импульс, запрос к этому черепу, которого они нашли, и просканирую, если есть ответ от него. Один, два, три. Но мне слово спит больше всего Спит. подходит. То есть ответ я получил от него, Ну, он спит. он Он спит. раньше был. Он раньше был на этой территории, как это скажем, Он использовался, разряжен, да, а он не обладает сейчас энергией, да. Батарейка села у него, да. ну да, но это подходит определение, что вот Мгм. по аналогии с тем кристалла, вот это вот нету под ним С питания. Атлантиды, Нет, подобие. с первым, когда под землей был кристалл как блок Мгм. питания. Мгм. Здесь вот нет этого блока питания. Мгм. Аккумулятора нету. Ага. Но тем не менее, он как-то используется этими цивилизациями, этими Сейчас он используется, как это, не вот прям в этот, что я наблюдаю, не он никакой энергией не обладает, не используется как это, скажем, символ пропаганды. То есть какой-то челик там Это из тех, которые пытается себе нашли в современном мире, в современном в прошлом веке. понаходили скорее вот эти копии модели, Мгм. вот эти копии в большом количестве То, изготавливались. что Знаешь, выставлено в музеях, да? мне кажется, это вот эти копии. Знаешь, Мгм. тут у этого правителя тоже как-то с эгом не очень. Э, И он, Он слишком дружит с эго, да? да, и тут что-то типа, знаешь, получается, он говорит, что этот копия черепа, условно, он самый-самый правитель, потому что вот даже вот как-то боги дали вот это похоже на него, и как изготавливать копии, как модно у
у Мгм. правителей изготавливать копии И его себя. самого Да-да-да-да-да, своего любить. черепа, да? Мгм. Это вот эти копии, мне кажется, изготавливают. А вот, ну, раньше, можно посмотреть раньше, когда он работал, вот этот Да. единый, который обнаружили. А давай на счете 3 отправимся в тот самый момент, когда этот работал, и ты увидишь, где он находился. Этот череп. Один, два, три. Какая это эпоха? Я не знаю этой эпохи. Но здесь есть у него сейчас больше. Мгм. Я не знаю, это как-то настолько давно. М, Почему нам неизвестно про эту эпоху А, Марина, точно. спроси у меня, я был в эту эпоху, в этой цивилизации? На счете 3. Один, два, три. А хочется сказать, что она условно параллельно какой-нибудь египетской была. То есть там Параллельно это, египетской. а тут Мгм. это. То есть, скажем, Мгм. ты был в эту эпоху, но не тут, а там. Мгм. То Ясно. есть это во времени, вот, ну, на другом участке Земли кто-то создавал свою платформу, эту игрушечки. Мгм. И тут, а что тут? Тут почему-то, не знаю, как объяснить, очень много. Сейчас ассоциирую с чем-нибудь. Огонь, дерево. Похоже, у меня ассоциации с кем-нибудь, знаешь, как африканские племена какие-то, и Мгм. их верования какие-то. Вот, только не Африка, только это здесь. То есть я имею в виду, что большое внимание каким-то и духам, и огню, и всему, и нету каких-то монструозных больших конструкций, Мгм. и какой-то они, не знаю, как скажем, дикие, что ли. То есть, условно, если самой первой сюжетной линии, которую мы наблюдали, там тоже были люди Земли, но они были Мгм. такие, как хиппи, Мгм. эти божьи одуванчики, а эти какие-то в страхе каком-то, Мгм. немножко такие более земные, земляные. И что им этот кристалл? Где здесь этот кристалл? А он здесь. Вот я вижу белый, яркий. Мгм. И что дает этот кристалл и кому? Не знаю, просто стоит тут, они даже... А кто его изготовили? Кто его Хочется сказать, что сверху. сверху отправлен? А кем именно? И почему? С параллельной. Нет, сверху в смысле вот высшие управляющие сознание, опять же, организаторы этого мира, наверное. Знаешь, я воспринимаю сейчас эти черепа как способ вот, ну, этих творцов этой вселенной, этого игрового мира вмешиваться в дела игроков. В смысле, как-то возможность пробовать. И это все-таки пробы. Тут попробовали, поделились опытом с другими творцами, тут попробовали. И это вот, что сейчас он был одним из, наверное, даже первых, что ли. Потому что у него так еще условно корявенько работает, что они нашли вот это белый кварц, этот кристалл белого кварца. Он мутненький. Если там более очищенный был, прозрачный такой, то здесь он еще весь такой с примесями, этот кристалл кварца. И они пытаются через него... Он здесь больше как зеркалит. То есть если они уже потом, скажем, научились прямо
больше погружаться в него и имели суперспособности, то здесь Мгм. только самое начало по зеркаливанию луча сознания. То есть он пока в него не погружается, но может что-то, как знаешь, как луч в воде, в стакане с водой отражать что-то в мир. Он пока пытается транслировать свое сознание в этот земной мир посредством Мгм. вот этого кристалла. А почему этот кристалл с другой параллельной реальности попадает в нашу реальность? Почему И, с параллельной? ну, ты говорил, что другая, Ты про Египет? Это ну просто да. было в одно время. То есть, А, условно, ясно. на одной Это половинке на, планеты на играют в другой, одну ясно, игру, на другой половинке ясно. планеты играют в эту игру. И это вот пытаются, ну, как бы еще не научились, знаешь. Я говорю, что он только не поселяется, а одним лучом внимания Мгм. отражает через Мгм. него туда. Знаешь, все это кажется мне похоже, когда на Земле зарождается жизнь, и пытаются искать разные инструменты, как можно управлять этими сознаниями, организовывать их. То есть, ну, это все как вот для меня игровые площадки творцов. Хорошо. А теперь, Марина, мы здесь и сейчас. Мгм. Один, Там два, еще, сейчас бы еще была да. какая-то цивилизация какая-то, они там все какие-то очень утонченные, и у них Это Америка. ты хочется что-то на территорию Китая какого-то, вот эти, или Монголии, куда-то вот сюда, Хорошо. вот в эти страны, куда-то хочется Хорошо. пойти. Хорошо. Там На счете какая-то три отправься в то самое место и время, где еще черепа используется. Один, два, три. Что-то здесь считывает. Мгм. цивилизация вся такая как-то утонченная уже, и девушки в таких каких-то изящных платьицах, ну, это что-то про китайско-монгольское, Мгм. да, и что? И они как-то с ним, люди взаимодействуют сами ну вот с этим черепом, они как-то с ним, люди другие здесь, более чуткие, никакие не дикие, не земные, а они чувствительные. Они, как знаешь, как вот сейчас эти, те, кто имеет способности к восприятию энергии, вот они через себя пропускают. То есть он контактирует с кристаллом, человек, и через себя пропускает его. э, Что тут посмотреть надо? Будет ли воздействие? Сейчас я пытаюсь понять способ взаимодействия. Мне хочется сказать, что теперь этот луч сознания частично вот здесь вот Присутствует. дошел, да. Дошел, да? Не как в предыдущем случае, когда он не может туда внутрь поселиться из-за неидеальности структуры Мгм. самого материала. А здесь прозрачный череп, какая-то, это как Мгм. будто бы условно супер чистый этот кристалл кварца, и он вибрирует. Он когда чистый, у него вибрация самого камня выше, Мгм. и он может принять в себя вот этот лучик. А Мгм. вот эти люди, сами люди обладают свойством считывать Утонченностью, утонченностью, да? чуткие, знаешь, Мгм. как Мгм. энергопрактики какие-то, они чуткие к энергетическим посылам. И здесь важную роль играют люди, они с ним взаимодействуют, они могут от него что брать, вот. И что они с ним взаимодействуют? Но он их как-то знанием наполняет. Мгм. Это же, опять же, какой-то условный не руководитель, а при нем.
жрец, не жрец, но здесь многие люди такие Мгм. чуткие. Здесь, ну, у всех они более развита вот эта интуитивная составляющая. Он как-то ну, берет условно, взаимодействует с ним и на уровне яснознания понимают дальше, что делать э, в мире, скажем, что им дальше, как жить. Вот это как будто бы условно считается какой-то удачный эксперимент. Вот это. Мгм. Мгм. Ну, как по способу, потому что хорошо получилось передавать условно знания, сознания того высшего в общество, потому что люди доросли Мгм. и И могут умеют использовать. Мгм. воспринимать. И получилось изготовить суперчистый классный материал, что сознание поместилось, маленький кусочек туда. Марина, Мгм. на счете Очень 3. приятно здесь Мгм. находиться. На счете 3, коль очень приятно здесь находиться, подходим к этому черепу. Мгм. Если у тебя есть желание, а у меня оно есть, я хочу Мгм. положить руку на этот череп. Ты можешь Мгм. тоже это сделать. И на счете 3 считать всю информацию с этого черепа. Знаешь, я даже себя сейчас тут воспринимаю, как будто я туда подошла в образе вот М, этой вот девушки, которая тут присутствует. Хорошо. Давай на счете 3 считываем всю информацию с этого черепа. Один, два, три. Сознание, которое помогает развиваться обществу. И Мгм. они искали, ну, как это скажем, вот способ внедрения э, вот возможности передачи знаний более простым путем, потому что ну, тяжело воздействовать на людей с ментального плана, а тут вот они воздействуют, получается, на камень, а люди взаимодействуют с камнем. Вот они искали Мгм. способ, как передавать эти знания. Ну, условно, как сейчас люди некоторые обращаются к ангелам для Мгм. того, чтобы что-то понять, как поступить. И тут вот то же самое. Это был, ну, они очень довольны этим экспериментом. Здесь само общество такое все хорошее. Сейчас этот череп даже где-то, Есть. он доступен, он известный, как, ну, если Мгм. Но поискать, он скажем. сейчас он без аккумулятора, да? Но он условно в каком-то музее или что. Мне все хочется, я вот эту вот девушку вижу, какая-то как царица, не царица, вот какая-то. И есть как будто еще, ну, у нас, в смысле, в нашей покопаться, если в источниках, то найдется какой-то комплекс захоронения какой-то Мгм. богатой девушки в тонком белом платье, в мелкие цветочки, отделано все какими-то камнями внизу еще, вся Мгм. такая изящная. Я имею в виду, рядом с этим черепом вот эта девушка где-то будет захоронение в какой-то шикарной саркофаге. Это что-то связанное с Китаем, потому что имя Мгм. говорят, а я его, ну, условно, какой-то день, только, ну, июнь, день, что-то, ну, такое их, эти китайские слова. Колокольные такие звоночки, да, имена, да? Ну, их не Иванов. Да, М. хорошо. А, Они хотели вот построить общество позитивно посмотри, настроенное, хорошее. И у них Марина, это получилось. Эксперимент взаимодействует был ли удачный. череп с ДНК человека на энергетическом уровне? По запросу, хочется сказать, и меня отсылает опять к той же картинке, которую мы видели раньше. Ну, условно,
хочешь, вот раскрывается, чинится на... То есть ты имеешь в виду то в Атлантиде? Нет, раньше, в первый, или я не помню, где это было, где я говорила, что чинить легко, а когда все программы, все программы присутствуют на Мгм. уровне яснознания, и можно починить. Хорошо. Давай на счете 3 отправимся туда. Так мы, этот череп тоже может это делать. Тоже, так я спрашиваю, взаимодействует с ДНК человека? Да, 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 да. Мгм. Ну вот, я говорю, таким же способом, как и там, когда он Да. просто все видит на уровне программы каждого органа и чинит. Марина, на счете 3 отправимся в тот самый момент, когда изготавливается вот тем сознанием, те два сознания изготавливает череп, первый череп. Один, два, три. Ты видишь этот череп? Но это не этот, это другой. Это тот, который в Атлантиде ты Э, имела в виду. Нет, самый другой. Они подсмотрели в Атлантику, который первый видел, изготавливает. Так этот позже был. Вот тот, который я сейчас в Ага, этом условном хорошо. Китае, это позже было сделано. Он более, как это скажем, Мгм. лучший Лучше, эксперимент лучше, получился, да. уже опробованный. Поэтому, если что-то хочется качественно посмотреть, можно здесь посмотреть. Я тебе Хочешь туда, спрашиваю, на первый. на Этот первый, тоже чинит? Ладно, ну пошли на первый, если хочешь, первый, на то есть первый. тот, который был изготовлен теми двумя Мгм. сознаниями. На счете Ну, 3. Один, два, три. Ты этот видишь, череп? да. Тебе хочется изъять оттуда, считывать информацию? Мне не хочется. Он... Нет. Ну, Несовершенный, да? нет, нет, я не поняла вопрос. В смысле, мне не хочется с ним так взаимодействовать Мгм. близко, как с тем условно Хорошо. китайским. Я на счете 3 положу руку на этот череп и извлечу отфильтрованную информацию, которую я считаю для меня полезной, А ты благоприятной. спросил, можно ли? Я считаю, что можно. Ну, я считываю, как эти сознания, скажем, они немножко против. Э, хорошо, Но с ними можно условно поговорить, договориться. И... хорошо, Ну, то есть хорошо, я и говорю, «А ты спросил. хорошо. Я на счете 3, я представляюсь, они могут меня считывать, они знают лучше, кто я, и Мгм. я прошу у них разрешения считать эту информацию. Я считаю для себя Мгм. полезной. Один, два, три. Тут можно, так без проблем. Они меня знают. Да, они считывают нормально и Мгм. так, типа, ну вот условно спросил, можно. Хорошо, я благодарю их. И на счете 3 я ставлю руки на этот череп и на счете 3 считывают всю информацию, которую я считаю для себя полезной и нужной. Один, два, три. Считывание произошло. Происходит. Ну, здесь много уделено Мгм. внимания вот этому связи с тем, что я говорила, с технократической какой-то цивилизацией, техномагической какой-то цивилизацией. Ну ладно, хочешь, бери. А я лучше у того возьму. Все, закончил Хорошо. передачу. Я благодарю им. А я хочу у того взять, у китайского. Ну, мы же взяли, нет? Это ты взял, Хорошо. а я возьму китайского. Хорошо, Марина, на счете 3 мы переместимся в Атлантиду. Не хочу в Атлантиду. Можно я возьму китайского пока? Так, мы по очереди переместимся в Атлантиду.
на счете 3. 1, 2, 3. И найдем самый хороший череп. На счете 3. 1, 2, 3. Я не хочу брать Атлантиды, мне тут Но неприятно. я Ну, хочу. бери, бери. Мы нашли самый информационный. Ну, есть, вот показывает какой-то один. Хорошо. На счете 3 я положу руки на этот череп и буду считать всю информацию, которую я считаю для себя полезной, нужной и безвредной. 1, 2, 3. Закончилось. Мгм. Да. Хорошо. Теперь на счете 3 отправляемся в то самое место. Ты говоришь в Китае, где тот самый хороший череп. 1, 2, 3. Марина, ты имеешь возможность считать эту информацию. Положи руки на счете 3. 1, 2, 3. И считываешь информацию. 1, 2, 3. Мгм. Хорошо. А теперь, Марина, на счете 3 ты мне скажешь, есть еще какая-нибудь цивилизация, которая использовала черепа. Антарктида пришло слово. Мгм. На счете 3 мы отправляемся в Антарктиду, то самое место, где хранится черепа или череп информационный. У Здесь нас их много. много. Если там Отправим. условно был один, то здесь я вижу их по кругу вот так вот штук Они находятся вместе. в одном месте. Мгм. Это Не какой-то... 4, что ли 6, то ли 8. Сейчас посмотрю, На сколько там. счете 3 мы там. 1, 2, 3. Считай, это 6. безопасно здесь находиться. Мне нормально. Мгм. Хоро- 6 разных сознаний, потому что вот, ну, одновременно. 6, 6, 6. Нет, это я это формулирую. Нет, 6 Что-то сознаний мне это здесь. самое... Эти Нет, 6, 6, 6. не за это не то. Я имела в виду, что если там одно сознание, один череп, то здесь 6 разных Мгм. сознаний Сознание. одновременно поселены, Мгм. и под Мари- землей большой источник питания какой-то. И вот здесь вот как будто бы очень важная локация на, условно, на полюсе. То есть здесь есть тот самый источник бесперебойного питания, который может Подпитывать подпитывать шесть вот эти. таких. Хорошо. Здесь на полюсе как будто важно. Я бы даже сказала, что сейчас, вот как мы рассматривали это маленькое общество и один череп в разных отрезках времени, Это для всего то человечества. то здесь текущий, вот условно, вот этот центр управления нашей игрой, Мгм. которая сейчас, то есть просто Здесь, разрослось до здесь столько. сервер матрицы.
Мне не хочется здесь слово матрица принимать, применять. Хорошо. Нет, Оно это чуждо. сервер не матрицы, это не Хорошо. то. Нет, ну мне нужно было это Хорошо, так спросить. я говорю, это не матричный Хорошо. сервер, это как будто бы вот э, способ управления, вот как это М, скажем, ну, то же самое назначение, как у остальных, но это для управления нашей игрой, мгм. сервер нашей игры. Марина, у тебя есть желание, И как у меня? по разным еще точкам планеты, знаешь, как вот прям по аналогии идет. Есть один главный сервер, а есть еще для каждой локальной какой-то Мгм, зоны. Короче, их еще штуки 3-4 по земле, ну, мгм. чтобы легче было обрабатывать все расположено еще. Они взаимосвязаны между Этот собой? главный, Мгм. а то локальные сервера. Имеют связь? Конечно, в единую сетку. Как вот прям по аналогии с какой-нибудь игровой платформой в компьютерной игре, у которой там, не знаю, в Евразии будет один сервак стоять, те пользователи, которые играют на этой территории, к нему обращаются, там в Америке другой сервер. Вот прям по такой же аналогии идет. Марина, кто администрирует этот так называемый сервер? Слушай, ну я прям связь с Творцом. И вот А воспринимаю его как каким творцом? мега-мозг с нашим, с которым мы и так общаемся все время. Ты имеешь в виду абсолют? Абсолют это выше, чем Творец. Для меня сейчас Творец вот этой игровой площадки. А кто является? Ну, одно из сознаний. Вот как мы так наблюдали сейчас в процессе Мгм, исследования. Условно, там были два творца, мгм, играли в эту игрушечку. мгм. А это кто-то начал играть в эту игрушечку, и у него так классно, здорово получалось, скажем так, что оно, ну, Хорошо. заняло всю планету, все Марина, физическое на счете пространство. 3 мы этого творца приглашаем перед собой. Один, два, три. Мгм. Он подошел. Ну, он вот, Да, он это всеобъемлющее пространство. да. А теперь на счете 3 все маски, все иллюзии убираю. Один, два, три. И ничего не изменяется. Ничего не изменяется. Какие вибрации ты чувствуешь от этого? Я вон в теплом, в этом, как это скажем, в теплом медике. Мгм. В теплом медике, да? Мне хорошо. Хорошо. И Приветствуем смотри, как его. я сейчас буду, как это, ржать просто, мне кайфово. Мгм. Приветствуем его и просим разрешения на считывание информации с этих черепов. Ой, хорошо, мне надо к ним вернуться. Я сейчас прям просто обволочена ими, и он Мгм. все да, знаешь, такое Всё все да, да? да. Хорошо. Марина, на счете 3 поочередно будем подходить. Верни меня туда, пожалуйста, я На, щ- улетела к нему на счете 3 мы в то самое место, где в эти 6 Антарктиду. черепа. Один, два, три. Мгм, да, тут. Так. На счете 3 мы поочередно будем предлагать руки к каждому черепу и считывать всю информацию. И так поочередно, пока не будем все считывать. Один, два, три. Пока хочется сказать, что как будто бы каждый отвечает за какой-то отдельный аспект, условно, деятельности человечества. Потоки, которые
чувствую в руках, это считывание информации, да? Да, наверное, ты же тоже Мгм, мгм, считаешь. мгм. Когда процесс завершится, ты об этом мне сообщишь. Я пока трогаю черепа. Так Сейчас, я ну про ты сам. черепа и говорю. Сейчас. Так, я пока не понимаю их разницы, но они различаются. И Ты ищешь самый красивый череп наверх, я так нет, думаю. я их трогаю. Я говорю, что каждый этот, как будто бы, знаешь, условно есть отдельное вот сознание, которое отдельным вопросом занимается, каким-то Мгм, аспектом человечества. И вот каждый череп, так, а на эту сторону, если перейти. То есть, условно, один вот какой-то социолог, другой там мгм, взаимодействие с животным миром, ну как это, с природным компонентом. Здесь вот условная урбанизация, ну то есть мгм, городское устройство. Тут эти и современные технологии. То есть как будто бы каждый череп за вот такой вот отдельный аспект. Ну, то есть, условно, сознание есть отдельно, которое рулит этим, какой-то областью знаний человечества. И вот тот творец, он их... Ага, это его, получается, как это скажем, от него отделившиеся аспекты. Да, ну то есть они являются частью его сознания, мгм, но специфически для конкретной функции. мгм, И это очень маленькие его части. То есть, ну, условно, я вижу вот его как мгм, огромную такую штуку, и вот эти 6 это мгм. вот маленькая штучка, там еще го-го-го-го. Марина, мы считали информацию. Да. Хорошо. А теперь на счете 3 отправимся, где еще есть черепа активные. Алтай, вот мне хочется Один, сказать. два, три. Полетели туда. Ты его видишь? Он активный, но он в горе, Да. чтобы не, не испортили, скажем. Мгм. Подошли к нему. Я к скале подхожу, к камню большому. Хорошо. А мы сквозь камни пройдем и дойдем до него. Ну, я имею в виду, он вот стоит как огромнейший валун, но внутри него Хорошо. есть этот, ну, этот кристалл. Ну, мы можем руки сквозь камень, Да, да, можно чтобы... так Мгм. На даже, счете за 3 камень. прикладываем руки к этому черепу и считываем всю информацию с него. Один, два, три. Но это все, опять же, также он распределенный сервер Мгм. от Хорошо. тех, они может каждый, скажем, использовать, каждый из этих 6 может использовать. Мгм. То есть это одна и та Это, же информация, да? да, каждый из этих 6 может, если ему нужно, этот сервер использовать Мгм. для того, чтобы было, ну, Мгм. ближе для своих целей, каких-то задач, ближе подвинуться Хорошо. к местности. Мгм. А он вот в такой местности находится, где мало людей, чтобы никто не трогал, не навредил, не мешал, не искажал, не фонил, шум не наносил. Хорошо. Значит, у нас есть... Мы считали информацию всю со всех черепов, которые еще Мгм. остались, да? Да. Хорошо. А теперь, Марина, на счете 3
Здесь и сейчас. Один, два, три. Связаны ли определенные черепа с конкретными какими-то чакрами или энергетическими центрами планеты? Просмотри. Больше хочется сказать, что нет. Что И нет? это, Да? ну, нет, это какие-то будут чакры у планеты, это будут, как бы скажем, тоже кристальные кристаллы, но это, назовем это, порождение Гаи, то есть это от Мгм. Земли идет. Это сверху, что мы рассматриваем черепа, Мгм. а то энергетически связано непосредственно с Землей. Вот, а не постановка сверху, скажем. То А- есть источник, ну, рождено от Земли. мгм. А теперь Вот те кристаллы, которые с чакрами связаны. мгм. А как-то влияют они, помогают эти черепа в Черепа? А, перекодировке старой энергии, установлению новой, более высокой да, вибрации? да, это один из их задач, что ли, когда можно на всю Землю воздействовать. То есть они связаны и с энергиями Ну, вот так людей. вот они, знаешь, как между собой просто эту сетку выше вибрации делаются, а Земля подтягивается, а в Мгм. свою очередь подтягиваются люди. То есть люди связаны. Ну, то А есть, смотри, мы повышаем энергию передачи, ну, как это скажем, передачи данных между частиц, между серверами этими, в смысле, они теперь будут как источники, короче, работать. Земля подтягивается под вот это, а Мгм. люди подтягиваются под землю. То есть, ну, одно с другим, с Мгм. другим. Мгм. И у них Да. еще связь с дельфинами, китами или иными высоковибрационными видами Они планеты, на них могут ориентироваться как просто ориентиры. Как, ориентиры. да, ну, то есть, знаешь, не знаю, как маяки. Ты когда в пространстве, Мгм. да, они их видят, потому что эти черепа, эти точки пространства, они имеют определенную вибрацию. И те, кто хочет, он их видит и чувствует, и просто как маячки какие-то, чтобы ориентировки в пространстве. Играют ли они какую-то роль в процессе так называемого вознесения, элевационного перехода человечества? Но это вот то, о чем я говорила, Мгм. предыдущий вопрос. Это же Мгм. этот процесс и есть. Да, играют. Как ты считываешь, какое самое важное послание у черепов несут черепа человечеству именно вот в такой период, в наш переломный? Любите друг друга, мне было сразу сказано. И себе, и слушайте себя. Вы Мгм. тоже, как дельфины, можете, как бы, скажем, слушать это пространство в обычном мире. И А человек может тоже слушать это пространство, скажем, самостоятельно также. есть ли какие-то на Земле черепа, которые несут деструктивную, негативную энергию? Да, это не черепа, я бы сказала, а вот, Мгм. ну, условно, кристаллы тоже Кристаллы. какие-то, по аналогии с этими. Есть какие-то кристаллы, которые, ну, элементы какие-то, которые могут быть
трансляторами сознания низших миров. Мгм. Они сейчас активно. Да, активно. На счете 3 считай, где находятся такие кристаллы, такие черепа. 1, 2, 3. Знаешь, мне хочется сказать, что у них не вся сетка Земли. Ну, не... Если у Мгм. этих, вот я видела как-то, скажем, всю сетку, то у тех не вся сетка. Мне вот хочется сказать, что, как это скажем, Евразия, она как-то меньшему вот этому влиянию Влияние. А подвержена. где более Но все остальное. Это Африка, Америка, вот эта часть земного шарика. Ну, я не могу не спросить про Европу, Здесь какой-то, как это скажем, раздел какой-то раздел. Где граница этого частично. раздела? Не хочу четкие клейма ставить. Я, если спрошу параллель или меридиан, Тебе номер? нет, ну я спрашиваю, просто есть какая-то граница. э, Нет, это не по параллели или меридиану. В смысле, не по этому, а по... Ты видишь четко, где находится такой негативный, какой-то конкретная страна, какой-то конкретный город. Неправильно понимать. Не негативный этот, скажем, а есть где... Деструктивный, давай скажем так. Есть где кристалл, объект, через который нижние миры могут сильнее Себя транслировать свое проявлять, да? сознание. Влиять на сознание, да? Есть это. Ну, и в Можешь Европе тоже есть более западный. а, западно. Они мельче, эти конструкции. То есть они не Они настолько как не бы настолько глобальные, они такие... мгм. И То есть радиус действия местного у них, значения, да? и радиус действия не небольшой, скажем так, у этой локальной точки. То, о чем я сейчас думаю и передаю тебе Да, телепатически. я не знаю, что ты перевыдаешь, но да. Я Ну, в подумал смысле, ответ, про, да. про Ватикан. Буду напрямую говорить. Это да? Ну, мне хочется сказать, что да. Мгм. То есть это они как-то посредством местных, скажем, условно, у которых есть подселение, Мгм. рулят. Вот, Мгм. ну, Ясно. они условно какие-то места создали на местах. То есть и кто это, да, и могут такие центры проявлять волю сознаний с нижних миров. Хорошо. Ну, все имеет место, все играют. Хорошо. Марина, Ой. отключись от этого. От этой информации. 1, 2, 3. Должны ли все черепа быть найдены и собраны Нет, они вообще воедино? не должны. Мгм. Зачем их искать? Они работают, скажем, они работают, мы играем, у каждого Ясно. свои роли. Как мы можем безопасно и эффективно использовать их энергию для своего духовного роста? Подтягиваться до их чистоты.
подтягивается. Это будет, они как задающие генераторы, да? Образец, к которому надо стремиться, Мгм. чистоты. Ну, как всегда, подтягиваемся каким образом? Начнем с себя, имею в виду сознание своего почистить от всех деструкций, обид, чувств вины, там, ревности и всего такого. Ну, известный этот алгоритм, да? Каков следующий эволюционный шаг для самих кристальных черепов? Что ты считываешь по этому поводу? Ну вот пока они, скажем, считаются, что успешно Мгм. работают и словно пока программу не сворачивают. Что дальше будет? Ну, Мгм. если когда будет программа завершена, тогда и будет видно. Пока все работает тут хорошо. Хорошо, Марина. А теперь на счете 3 мы синхронизуем все сведения, все данные, все знания, которые мы считали с этих черепов у себя. Один, два, три. Так. Я формирую на счете 3 сферу из вибрации абсолюта. Один, два, три. Информирую эту сферу информацией, которую мы получили, исследуя сегодняшнюю нашу тему. Один, два, три. И на счете 3 отправляю всем тем, кто желает, кто может, кто хочет духовного роста для себя. На счете 3. Один, два, три. Сфера расширяется и уходит на все территории Земли. Слушай, меня нужно почистить, в смысле вот душем чем-то после последних вопросов. Хорошо. На счете 3, Марина, открываю потоки Абсолюта, которые мощной волной падают на нас, смывает Частоту надо поднять. все от всех этих информационно негативных загрязнений. Так, Можно поднять частоту? Я пока не да. чувствую этого потока. Я где-то в На каких-то счете слоях 3 застряла. повысим наши частоты до максимального уровня. Один, два, три. Так, все хорошо. Еще никак не отпустит. Ты подключилась к какой-то Ну вот информации? то, что ты сказал Да. тогда, и оно Мгм. хищнически так Так, не отпускает. М. на счете 3, Марина, я открываю портал, очищающий. Один, два, три. Оттуда мощный поток, всасывающий всю негативную энергию, направляется на тебя, извлекает всю негативную энергию, которая от тебя осталась, всю негативную, весь негатив уходит, уходит, уходит сверху, поток абсолюта замещает все места, которые освобождаются, все пустоты. Так. Когда процесс остановится, закрывается автоматический портал. Так. Как ты себя чувствуешь?
скажем, перед глазами еще какая-то стрёмная картинка, но по ощущениям я, ну, в высоких частотах, если это не иллюзия. Мгм, мгм. Хорошо, Марина. Хорошо. Марина, на счете 3 отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы были подключены. 1, 2, 3. Повышаем на счете 3 наш уровень энергии вибрации до максимального значения для каждого из нас. 1, 2, 3. Сейчас я начну выводить тебя из этого состояния. Твое сознание, тело мягко вернутся в бодрое состояние, сохраняя ощущение комфорта и легкости. Я буду считать от 5 до 1, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание становится все более ясным, а тело легким и наполненным энергией. 5. Ты начинаешь постепенно возвращаться в здесь и сейчас. 4. Твое дыхание становится глубже, мысли более четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость во всем теле. 2. Ты почти полностью здесь, ощущаешь приятную сферу сознания. И 1. Полностью пробуждаешься, чувствуешь себя прекрасно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, спокойно и наполненной сил. А сейчас сделай глубокий вдох и на выдохе открой глаза, полностью вернувшись в бодрое состояние. Марина, Мгм. привет. Как ты себя Да, чувствуешь? свет. Свет. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени, скрытой памяти. Мы от всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на удивительную информацию, которая открылась нам сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогает нам продвигать наши исследования. Искренняя благодарность Марине, чей талант и открытость сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтриговало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие сеансы. До следующей встречи. Оставайтесь любознательным и открытым к тайнам, которые может раскрыть наш разум. Желаю вам мира и внутренних открытий. До свидания. Всего хорошего.